Всем привет! Это игра «Вопрос-ответ» с Максом и Катей. И к нам поступил вопрос от Марины Платоновой. Как мы выбираем музыку для перформансов? Для меня важно, в принципе, не знать, подо что мы будем танцевать с Катей в ночь нашего перформанса, нашего выступления. Для меня импровизация, она заключается в том, что ты действительно сталкиваешься с ситуацией, которые для тебя по-новому разворачиваются с каждой секундой. Да, я могу слышать это танго много раз, потому что на мелонгах звучат наши любимые композиции достаточно часто. Но в день перформанса, когда идет выступление, я не хочу знать. Я хочу быть чистый для нового, пустой для совершенно новых ощущений. Поэтому у нас в паре музыку выбирает Катя. Для меня очень важно в музыке состояние. И когда мы практикуемся в этот день перед шоу, я слушаю настроение Макса, свое настроение, наше состояние. И это подталкивает меня к тому, какая музыка, какое танго откликается у меня в душе. Но все может поменяться за 10 минут до выхода. Это да, это знакомо. Да, то есть у нас может быть список из 10 танго на этот вечер. И я прямо перед выходом, разговаривая с диджеем, выбираю там 3-4 танго. И иногда мне очень сложно сделать выбор. Я в машине, например, в такси мы едем на шоу, я говорю: Макс, ну вот послушай, вот это или вот это танго, вот закончить чем лучше, вот этим или вот этим? Макс, а он мне говорит: нет, выключи это, я не хочу слушать. Ну или я просто говорю, выбери то, что тебе нравится. Да, чаще всего так и бывает, выбери то, что тебе нравится. Но обычно я все-таки точно знаю список из тех 10 танго. 10 у меня всегда есть. Да, for sure. For sure 10. А из 10 выбрать там 3-4 это уже сложнее. Для меня выбор музыки это процесс медитативный. Обычно в день перформанса за несколько часов до я просто погружаюсь в это состояние, одеваю наушники и слушаю. И, как правило, какие-то танго цепляют меня очень сильно. Какие-то из любимых танго вообще не цепляют в этот день. Раньше, когда нужно было выбрать музыку, я слушал ее, и она мне, если нравится, то я предпочитал под нее выступить. Или если я ее давно не слышал. То есть были достаточно такие хаотичные способы выбора музыки. Но в основном я опирался на свой вкус. То есть то, что мне нравится, или то, что действительно было бы таким как бы вызовом для выступления. И не всегда это совпадало с тем, как я себя ощущал во время выступления. А это действительно сильно влияет на то, как ты будешь танцевать и что ты будешь передавать зрителям. Но когда вот мы с Катей начали вместе выступать, обсуждать все вот эти моменты, то всплыло очень много интересных подробностей. Для меня, например, на выбор музыки для перформанса влияет прежде всего мелонга, на которой мы выступаем. Место играет первоочередное значение, потому что есть разные мелонги, в Буэнос-Айресе есть разные мелонги. На одних мелонгах нужно танцевать одни песни, одни танго, на других мелонгах другие танго. На одних мелонгах дисарли должен быть бисом, на других мелонгах с дисарли нужно начинать, например. В связи с этим, зная все вот эти нюансы того, какая мелонга, какая история у этой мелонги, какие люди на этой мелонге, кто организатор, кто является еще перформером, кроме нас, например, на этой мелонге, или мы единственные сегодня танцуем, то есть чья ночь. Все это очень сильно влияет на выбор танго для перформансов. Понятно, что у нас очень огромный список танго, которые мы любим, но из всех этих танго, которые мы любим,
есть те самые 3 или есть те самые 4, которые будут очень уместны относительно того, кто мы и как мы танцуем, и как мы себя позиционируем этой ночью. Вот. Но второй очень важный фактор, это, который касается именно нас с Максом и того, как мы работаем, поскольку мы только импровизируем, и всегда для нас шоу — это импровизация. Для нас очень важно выстроить некую историю с помощью нескольких глав. И каждая танго, которое мы импровизируем, это определенная глава. Вот. И, соответственно, порядок, в каком порядке мы будем танцевать то или иное танго, это зависит прежде всего от наших ощущений, от наших чувств, от того, что сегодня мы пережили, что сегодня между нами произошло, в каком мы настроении входим в этот процесс перформанса, потому что это прежде всего определенное состояние, ты находишься в потоке, и ты хочешь что-то сказать. У каждого из нас есть, у каждого артиста есть определенный месседж, и у каждой артистической пары есть определенный месседж. И это очень влияет на то, как мы выбираем музыку, как мы комбинируем композиции непосредственно, что мы танцуем сначала, что танцуем потом. Вы наверняка знаете, что мы очень часто танцуем пуглезе, но помимо пуглезе мы танцуем и тройло. Соответственно, прежде всего у нас всегда встает вопрос, что сегодня, пуглезе или тройло? И иногда бывает, что и пуглезе, и тройло, и такие ночи тоже случаются. Это не то, что нужно станцевать. Так, сегодня нужно станцевать танго, вальс и мелонгу. Та-дам! Ну, чтобы показать, что ты можешь, как ты это делаешь. Но это не тот вариант, который интересно. Иногда уместно, потому что продолжение, опять же, вот этой концепции, вот этой фразы, когда ты выстраиваешь песни, которые передадут определенный смысл, одну историю, это как они покажут картину, тогда да, может быть уместно где-то вставить и мелонгу или вальс. Или мелонгу и вальс, если соответствующая история у пары, которая делает представление. Но касательно наших ощущений, чувств и эмоций, далеко не всегда уместна мелонга или вальс. Это была наша в этот момент история, интерпретация этого момента. Наши, например, некоторые ученики, которые были с нами в Буэнос-Айресе и хорошо ориентируются в Буэнос-Айресе, они очень часто говорят, они ходят на все наши представления, и они говорят нам, что ребят, вы сегодня с нами разговаривали вот об этом, или сегодня мы видели вас танцующих, и ощущение было, или месседж был такой. И вот так нужно смотреть представление, то есть с этим ощущением о том, о чем хотят поговорить с вами выступающие, какие чувства, эмоции они вызывают у вас. Они, окей, галочка сдал танго, галочка сдал мелонга, галочка сдал вальс. Это какой-то спорт. Мы же любим танцоров наших любимых за то, что каждый раз они с нами совсем по-другому разговаривают. Вот мы когда смотрим на выступающих наши любимые пары, мы же их за что-то любим, но они не делают каждый раз что-то новое, что-то из ряда вон выходящее по сравнению с тем, что они делали год назад или 2 года назад. Они танцуют то, как они это танцуют в своей манере, со своим месседжем. Это совсем другая история. Так почему не смотреть на пары выступающие вот именно с таким посылом? О том, что они хотят сказать, что они хотят выразить тем, что они делают. А не ждать от них шаблона, что все так делают, и вы так делаете. А если не сделали, то ну вот, мелонга. Не хватило. Нам не хватило вашей мелонги. Ну, посмотрите у кого-нибудь другого. Да. Есть много людей, которые любят танцевать мелонгу. Спасибо, Марин. Спасибо. Был классный вопрос. Спасибо.